Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Вязание. Сегодня я начинаю новый влог. Я сейчас немножко хочу поговорить, что у меня связалось за вчера, а потом подниму не очень хорошую тему. Я ее, если честно, поднимать на канале не хочу. Не хотела об этом говорить до вчерашнего дня. Поэтому немножко будет грусти и печали. Но чуть-чуть попозже. Те, кто не хочет об этом слушать, я предупрежу, когда я об этом буду говорить, и скажу, на какую минуту перейти, чтобы вы могли не слушать мое нытье. Так, значит, вчера я закончила влог и написала, что... Так, сейчас я немножко сяду, поудобнее. Значит, я написала, сказала в видео, что покажу вам в новом влоге дракошу, которого я вязала, трехцветного. Это был светло-сиреневый цвет, такой светло-фиолетовый цвет, розовый цвет и оранжевый. Значит, я вязала дракошу по картинке. Вот, это был последний заказ на тот момент. Но потом, пока я делала этот заказ, девочка, про которую я рассказывала, и она купила вот этого вот песика, который в Инстаграме вызвал очень большой отклик. Значит, она попросила, чтобы я сделала небольшую скидку. Ну, там получилось чуть больше, чем размер доставки на мишку маленького. Вот, я, конечно же, согласилась, потому что лучше какой-нибудь заказ, чем никакого. Тем более, что у меня заказы закончились. И потом, когда я отправила все фотографии, которые я сделала, опять же, после обеда я делала фотографии, обработала их и отправила, значит, фотографии фиолетово-зелеными крыльями дракона. Отправила фотографию вот этого трехцветного дракона и цветочек, который я вязала, тоже мне так очень приятно, покупательнице, которая сделала вообще самый первый заказ в 2018 году. Она у меня купила плюшевого мишку, заказала. Я тогда очень испугалась этого, я уже рассказывала, но повторюсь. Значит, я тогда испугалась, думаю, как я отправлю. Я тогда находилась у родителей, сказала, что я отпишусь вам только через 2 недели, смогу принять заказ, хотя у меня тогда заказов вообще никаких не было. Но я так написала, думала, что она отвалится, и я не знала, как тогда принимать деньги, я не знала, как это все отправлять, как правильно оформлять, как на почте это все делать, поэтому мне было очень-очень страшно. Но в итоге я связала мишку первого, и, значит, когда ей отправила фотографии, она купила первую игрушку. Первая продажа у меня была в магазине Эти 21 августа 2018 года. Мы как раз тогда праздновали день рождения. Первый годик нашей младшей доченьки, ходили на болото Ельня, у родителей есть такое место красивое, там сделали экологическую тропу, вот мы тогда гуляли, и когда я вернулась домой, когда интернет появился, потому что на болоте, конечно же, интернета никакого нет, там вышки не достают, вот, и, значит, я увидела, что мне сделали заказ. Это было очень трепетно, очень все так волнительно. И, конечно же, эту женщину я запомнила и запомню на всю жизнь. Не знаю, как ее зовут. Вот. И я ей, конечно же, это самый лояльный клиент. Я ей готова делать скидки от 50% до 70%. Она у меня покупала как-то куколку. Я взяла там оплату вообще минимальную за самую простую игрушку, хотя продала ей микрофеечку. Ну, потому что она поверила в меня. У меня был новый магазин, там не было никаких продаж, там не было никаких отзывов. И она поверила в меня, нашла мой магазин и купила. Поэтому я ей очень сильно благодарна. И вот она мне написала, что когда увидела маленький цветок, что она хотела бы такой, но побольше размером. И вот я ей связала, вчера отправила. И, конечно же,
Вот надо будет после приема оплаты, тоже я сделала скидочку, нужно будет этот цветочек отправить. Вот. А тех дракош я сегодня отправила, потому что я уже с утра выполнила свою дневную норму по шагам. Я в день должна проходить, себе поставила планочку 6000, это не очень много, но и не мало. Вот, так что я уже выполнила свою норму, хотя еще ходить и ходить мне нужно будет. И пришла домой и понимаю, что показать мне, в принципе, практически нечего, потому что я вчера занималась вот этим драконом трехцветным, а потом вязала недостающие аксессуары вот для этой собачки. Дело в том, что девочка, которая хочет эту собачку, она попросила меня связать для нее постельку. Постелька получилась вот такая. Вязала я ее из Alize Soft. Я вам объясню, как я вязала. Не буду делать никакой мастер-класс, здесь ничего сложного нет. Значит, я взяла и даже не под счет вязала 2 кружочка крючком 1,75. Даже не знаю, сколько здесь в крайнем ряду петелек, потому что я вязала даже не по правилам круга, то есть не по 6 прибавок, я вязала, просто смотрела. Если немножко заворачивалась у меня, я делала прибавку. Если не заворачивалась, я вязала по прямой. Вот, значит, связала я 2 кружочка, их сложила вместе, и потом ленточкой, вот здесь вот видны такие стежочки, я прошила в центре необходимый мне кружочек, я его мерила для того, чтобы сюда по размерам приблизительно была как собачка. Сильно большую постельку я не хотела. Затем я, то есть вы понимаете, здесь никакого шва не было. Здесь было все открыто. И потом я по краю ниточкой Alize Soft я начала сшивать этих 2 блинчика и потихоньку набивала для того, чтобы получился такой рулик. Вот. И выглядит это очень все симпатично. Тут я завязала такой бантик. И вот так вот собачка здесь сидит. Давайте я немножко наклоню. Вот таким вот образом. Очень понравилась тоже эта постелька. Я показывала в сторис в Инстаграм. Откликнулись. Так, потеряла маску. И когда я связала постельку, я начала вязать маску. Маску, которая похожа на бантик. Так, давайте я вам поближе покажу. Я там даже сделала вышивку. Типа сердечко. Но оно так плохо видно. Вот, значит, маску я вырезала из бумаги необходимый мне размер и просто по этому рисунку вязала маску. Начинала от края, набирала 6 воздушных петелек, потом вязала 4 ряда по 5 столбиков без накида, потом сделала убавку с одной стороны, провязала 4 столбика без накида в следующем ряду, потом снова сделала убавку, провязала 3 ряда по 3 столбика без накида, потом в обратном порядке делала прибавку, провязала 4 столбика без накида ряд, сделала еще одну прибавку и 4 ряда по 5 столбиков без накида, потом просто обвязала. Края у меня здесь, я не знаю, сколько связано здесь воздушных петелек, я просто ориентировалась, чтобы хотя бы просто завязать. Сейчас я вам продемонстрирую, как это выглядит на собачке. Вот, и мне к собачке осталось связать мишку, но мишку тоже, ох, играют на моей доброте мои покупатели. Значит, для мишки тоже эта девочка захотела постельку и маску. Но, чтобы вы понимали, мишка-то будет буквально 2 сантиметра ростом, и ему нужно тоже связать маску для сна. Если постелька, это без проблем, там нужно будет одеялко, по-моему, связать. Не помню, надо будет посмотреть, что она писала. То маску для сна, вы представляете, как малявки связать? Вот такой вот. Сейчас у меня лисичка еще до сих пор лежит. Вот для такой малявки связать маску. Давайте для сравнения, которую я вязала маску, она очень маленькая. Видите? Я не знаю, тут, наверное, надо будет начинать с 4 воздушных петелек и вязать по 3 столбика без накида. В общем, да. Но мне такие эксперименты очень нравятся, и когда заказов мало, почему бы не поэкспериментировать. Значит, собачка выглядит с маской вот таким вот образом. Вот, сзади. Я просто завязываю ни на какой бантик, для того, чтобы было легко снимать это все.
Вот такая вот собачка. И потом это все аккуратненько развязывается. И возьмем расческу. Сейчас собачку расчешем. Кстати, я и нашла вариант, как ее сделать немножко подобрее, чем на фотографиях. Сейчас немножко ее расчешу, покажу вам. Для того, чтобы у нее взгляд был открытый, и она не такая злая получается, не такая злючка, как будто ее разбудили. Так она выглядит очень мило. Немножко, если вот бровки опустить сюда, то она такая злючка получается. А если бровки расправить и убрать от центра, от носа в сторону, то она получается такая миленькая. Вот такая вот малышка. И к ней еще будет расчесочка. Ну, расческа там маленькая штучка, типа зубочистки. Значит, вот такие вот дела. Это все, что я хотела вам показать, что у меня по планам дальше. Значит, я буду вязать мишку. Для мишки я приготовила уже пряжу. Значит, темно-коричневый и белый. Я вчера хотела начать мишку вязать, когда была дома, но, опять же, чуть попозже я буду рассказывать, почему я не смогла вязать. Я не знаю, возможно, я, когда буду монтировать видео, я этот кусочек просто удалю, посмотрю, насколько я смогу это рассказать спокойно. Так, значит, для мишки нужно будет белый цвет, это для мордочки надо. Дальше мне нужно будет связать с фиолетового дракона, и я хочу его сделать с вот таким вот люрексом. Это розовый люрекс, такой нежный. Я думаю, что будет красиво смотреться, более светлые крылья, как мне и советовали в комментариях. Так, сегодня еще среда 9. Я сняла кусочек, который думала, что вставлю видео, но я его вставлять не буду. Я пока вяжу мишку. Вот такой малыш у меня получается. И знаете, я монтировала в прошлый раз влог. Я думаю, что многие мне там напишут, что ничего не видно, ничего не понятно, как я вяжу из мулины. Потому что там очень маленькая деталь. И вязать через камеру очень сложно. Поэтому пока я вяжу большую деталь, я бы хотела еще раз показать. Единственное, что опять на темной пряже. Сейчас фокусируется. Секунду. Так. Ну, давай же. Так. Вот, сфокусировалась я поближе максимально вам. Как видите, при ближайшем рассмотрении мы видим те же самые петельки, что и когда мы просто вяжем крючком. И вот получается, я так потихоньку, не спеша, делаю точно такие же петли. Главное не захватить противоположную сторону. Ну, то есть, в принципе, здесь все видно. Так. Чувствую, я буду в каждом видео показывать на разной пряже. Там была слишком маленькая деталь, здесь слишком темная пряжа, чтобы это все показывать. Здесь я захватила противоположную стенку, нужно за этим следить. Я просто делаю еще прибавки. У меня здесь по схеме идут прибавки через каждые 2 петли. Вот таким вот образом все это вяжется. Ну и еще давайте парочку столбиков. Вот находим, где следующее. Я своими глазами просто контролирую крючок. Просто приблизительно знаю, куда нужно ввести крючок. И все. Дальше руки уже делают все сами.
Вот таким вот образом. Так, извиняюсь, немножко вас потрясу. Сегодня у нас четверг. 10. Давайте я вам покажу вот эту собачку, которую я вчера показывала. Так, и покажу то, что у меня получилось за вчера связать. Значит, мы тут немножко приболели. Приболела средняя дочка, поэтому осталась дома. И по поводу вчерашнего кусочка, я не знаю, что я там смогу вырезать, что оставить. В общем, кусочек там, где я очень эмоционально рассказывала, что произошло. Я его включать не буду, просто скажу вкратце, что на территории возле нашего дома, то есть нашего района, да, даже не района, а вот именно во дворах дома чуть не схватили и не посадили моего мужа, когда он вернулся домой. Вот, и, конечно, меня эта ситуация очень сильно расстроила, очень выбила из колеи. Это было очень тяжело воспринимать. Почему? Когда он вернулся домой с работы, и он мог оказаться в суде, и ему, конечно же, как и многим сейчас приписали, что он участвовал в каких-то там митингах, хотя на самом деле он просто вернулся домой, он просто смог убежать. Вот, поэтому включать я этот кусочек никуда не буду, я его просто удалю. На самом деле я вчера высказалась, выплакалась. Еще, я так понимаю, что это было у меня состояние перед болезнью, и потому что сегодня уже появился насморк, я, наверное, себя плохо чувствовала, поэтому мне нужно было выплеснуть эту негативную эмоцию, но никому показывать я ее не буду, мне стало на самом деле легче. Поэтому, если вам очень плохо, можете взять телефон, высказать все, что вы думаете. Вот, хотя я очень корректно там все сказала, я никого не обвиняю, просто я не понимаю, что происходит и почему это происходит. На этом я больше эту тему поднимать не буду. Все-таки не буду я затрагивать эти темы здесь на канале. Здесь мы будем говорить о прекрасном, о вязании, поднимать настроение, друг друга вдохновлять. Я очень рада, что вы вдохновляетесь моими работами, потому что это безумно меня вдохновляет делать новые работы, потому что я вижу по статистике в Инстаграме, что дракоши уже всем надоели, потому что связала я их за этот год очень-очень много, и, ну, поднадоели. Даже новые цвета уже не вызывают столько эмоций, как просто новые игрушки. Вот цветочек, я помню, вызвал шквал эмоций, но после долгого перерыва была рыбка, я показала, тоже просто восхитительно ее встретили. Но это новые игрушки, конечно, встречаете безумно приятно. Многие мне пишут, что мои работы вдохновляют взять крючок в руки и вязать, вязать и вязать. Вы покупаете мастер-классы и пробуете вязать. Это правда очень потрясающее чувство. Ради этого я готова снимать видео в любом состоянии. Поэтому прошу извинения за мой гундосый голос, потому что, ну, немножко что-то мы приболели. Вот. Так, температуры нет, все нормально, просто вот что-то насморк. Ну, это, я думаю, из-за погоды, потому что каждый день прогноз погоды показывает 17-19 градусов, но при этом позавчера, когда было 17-19, было безумно холодно на улице. Так получилось, что я ходила в кофточке, средняя дочка ходила без шарфика. Вчера тоже было 17-19, но было солнце и было очень жарко, пришлось раздеваться, дети вспотевшие. И это, конечно, дало свой результат, они просто подстыли немножко, и подстыла я. Потому что я когда в кофточке ходила с коротким рукавом, я чувствовала, что мне прохладно, но так как я тут возле дома бегала, в общем... Сама виновата, что сейчас с соплями. Так, значит, покажу вам поближе собачку. Значит, вернее, не собачку, собачку я вам показывала. Вот такая вот лежанка получилась. Как ее вязать, я вчера объяснила в прошлом кусочке. Вот, здесь она практически не набита, я ее сразу набивала, но она получается тогда тут такая выпуклая, и собачка плохо сидит, поэтому я потом просто вытащила наполнитель и набивала только по краю для того, чтобы создался такой валичек. Вот, и маску чуть поближе вам покажу тоже. Вот такая маска, вязала из мулине.
Схему тоже я вам сказала, как я вязала. И вот так вот она завязывается. И вот так собачка спит. Только поправить тут надо. Вот таким вот образом. Ну, так ее не положишь, так она не очень спит. Тут лапки вот так вот выпрямить, и она как будто вот так вот спаткает там. Значит, вчера я закончила вот эту вот мишку. Говорила, что девочка просила связать. Сразу покажу аксессуары, которые поедут вместе с мишкой. Ну, так как ребенок коллекционер, конечно, ему хочется с игрушками играть, не просто чтобы они стояли где-то на полочке, как обычно взрослые покупают для себя. Значит, вот такой матрасик, он связан из Аделия Сиена тоненькой ниточки. Очень долго я вязала что-то и вязала уже. Думала, ну почему я толстую ниточку не взяла, быстрее бы это все было. В общем, долго-долго вязала. Кусочек маленький, ниточка тоненькая, и пришлось вязать долго. Также связала вот такую вот подушечку из швейных ниточек 30 микрон. Здесь тоже две части по кругу. Значит, 6, 12, 18. Потом 24 я соединила вместе две части. И потом сделала такие типа ракушки маленькие. Вот. Сделала такую подушечку. Немножко ее набила, чтобы она была выпуклая. И вот такая подушечка. Также я связала вот такое вот одеялко. Оно связано крючком 0,6 из мулине в одну ниточку. Здесь по типу бабушкиного квадрата. И потом я просто такими, как они называются, не арочками, а ракушками обвязала. Причем по углам ракушки я в центре делала с пико из двух воздушных петелек. То есть тут два ряда бабушкиного квадрата и потом обвязана ракушками. И сам мишка. Очень я намучилась с этой маской. Кстати, подождите, я кое-что проверю. Работает. Значит, маска это связана из флуоресцентной ниточки. Значит, она светится в темноте. Вот, поэтому... Значит, здесь в центре белая ниточка и обвязана нежно-голубой. Мне пришлось эту маску завязать на узел, потому что, ну, игрушка очень маленькая. И в следующий раз я просто буду делать как бантик на мышат. Я делала. Я там просто сшивала вместе, чтобы потом можно было вот так снять. Сейчас, секунду. Вот так вот снять и просто потом одеть. Потому что если развязать, то потом не завяжешь. Я тут вчера и кровоостанавливающим этим зажимом своим цепляла один кусочек, пинцетом продевала ниточки. В общем, неудобно. Неудобно. Я предупрежу девочку эту, чтобы она ни в коем случае не развязывала, потому что потом она не завяжет. Так, похоже, кроватка сама пускает мех. Значит, мишка связан из мулине. Вот, я еще не читала мастер-класс Nancy Oops. Тоже говорила вам, что у Насти появился сайт, и на этом сайте наконец-то появился мастер-класс на мишку мулине на русском языке. Раньше у нее на английском был, но я по старой своей схеме, которую переделала от зайчика. Вот, немножко тут изменены лапки, мордочка, я не знаю, как Настя вяжет. Надо просто посмотреть мне, почитать этот мастер-класс, как она делала, чтобы знать, может, там что-то получше, чем у меня. Вот. Значит, вот такой вот мишутка. Голова на нитяном креплении, как и ручки и ножки. Такой маленький хвостик, как у зайчиков. Я делала у мишек, как у зайчиков. И получается, что вот такой игровой набор вышел. Вот, я даже не знаю, насколько он актуален, чтобы его вот полностью сфотографировать и выкладывать, делать. Так. Вот так будет одеваться. Единственное, что если я буду повторять такие игровые наборы, то здесь будет не завязка, а я просто единой ниточкой буду делать соединение от одной части до другой. Значит, берем мишку,
Все это маленькое, руки трясутся, страшно, что потеряется. Укладываем мишку на подушку, но там из-за узелка он так нехорошо лежит. Так. Ну, это пробный вариант. Пробный вариант, конечно же, я чаще всего делаю дешевле. Поэтому позволяю себе сделать какие-то ошибки, чтобы потом на этих ошибках учиться и делать в следующий раз правильно. И получается вот такая игрушка. Так, все, закрыла. Все, мишка вон там он спит. И вот такой игровой набор поедет к девчонке, молодому юному коллекционеру. Значит, что у меня сегодня? Сегодня у меня по плану, значит, мне надо будет связать вообще двоих драконов и одного нового героя. Я нового героя вам говорить не буду, покажу только ниточки, сохраню интригу, потому что, если честно, страшно. Я вязала этого героя, знаете, наверное, лет 5 назад, может, 4 года назад. И там был чуть больше размер, мне не очень нравится, как он выглядит. Ну, то есть такую игрушку, такого животного я уже вязала, поэтому не знаю, получится у меня в микроразмере или нет. Вот, значит, дракон вот такой вот фиолетовый будет, вот такой зеленый с блестящими крыльями. И для нового героя я подготовила вот такие вот ниточки. Там два цвета, один основной, один дополнительный. Не буду говорить, какой основной, какой дополнительный. Давайте поиграем в игру, угадайте вы, кого я буду вязать или нет. Я вот когда завела у себя Инстаграм на игрушке, этого героя я не вязала ни разу, не показывала ни большого, ни маленького, ни спицами, ни крючком. В общем, это было очень давно. Я вязала, кто-то меня попросил, наверное, связать в подарок, поэтому я вязала. Вот. В общем, кто же это будет? Давайте ставить ваши ставки. Завтра я вам этого героя не покажу, потому что я покажу вам дракона. Все, увидимся с вами завтра. Сегодня пятница, я буду заканчивать этот влог. Получился у меня вот такой вот дракоша. Вчера связать. Такой малыш. Опять же, на видео почему-то не видно, как переливается люрекс, потому что крылья и рожки я делала именно из люрекса. Не видно. Ну, ничего страшного. Так, значит, вот такой малыш у меня родился. И я стала вязать зеленого еще малыша. Вот тут иголочка выпала. Так, вот такого цвета малыша. И будет с зеленым люрексом. Вот таким вот будет этот малыш. На этом, в принципе, все. Дальше я бы хотела немножко поговорить на одну тему и закончить, если получится у меня, рассказать вам стихотворение. Но те, кто все, что хотел посмотреть, посмотрели. Игрушек больше я показывать ничего не буду. Дальше интересного ничего не будет. Просто хочу поболтать на камеру, рассказать вам кое-что, просто поговорить. Вот. Если вы не хотите дальше смотреть, то ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся с вами в новых видео. Ну а те, кто хочет просто повязать под болтовню, я рада, что вы остались. И какую тему я бы хотела поднять. Я вчера с дочкой делали домашнее задание, и там было выучить стихотворение на белорусском языке. У нас белорусский язык очень-очень сложно идет.
Потому что вообще у нас в стране государственных два языка, русский и белорусский. И причем, когда у людей спрашиваешь, какие государственные языки у нас в стране, то сразу можно понять, на каком языке этот человек чаще всего разговаривает. То есть, если на вопрос он отвечает русский, белорусский, соответственно, прежде всего он говорит на русском языке. Если он говорит белорусский, русский, то у него предпочтительно белорусский язык. К чему я это хотела сказать? К тому, что, во-первых, сложно сейчас и дается язык и белорусский, потому что, в принципе, мы дома не говорим на белорусском языке, мы его изучаем в школе просто как иностранный язык. Это то же самое, что если бы мы сейчас, например, изучали тот же украинский язык или польский, или там литовский, латвийский, да какой угодно язык, который близкий вроде бы как к русскому языку, но тем не менее он другой. И его сложно понимать детям, которые, в принципе, никогда не говорили на белорусском языке и очень мало слышали его. Я как-то пыталась читать книги на белорусском языке, но и мне это тяжело сейчас дается, потому что практика утеряна, и дети не воспринимают. Но вообще, если вернуться в детство мое, то почему такие паузы, тоже вы, наверное, чуть попозже поймете. Значит, в детстве я родилась вообще и выросла в маленьком городке. Мои каникулы проходили в деревне. И, конечно же, в маленьких городках, и особенно в деревнях, нет чистого русского языка, нет чисто белорусского языка. Там люди говорят на тросянке. Что такое тросянка? Это смесь бульдога с носорогом. То есть это вроде бы русские слова, но которые произносятся на белорусском, плюс примесь там идет белорусских слов. Вот, и там такое... то есть понять человеку, который, например, только на русском языке говорит, очень сложно. И это к чему я говорю? К тому, что так как я выросла в таком маленьком городке, конечно же, я говорила так, как там разговаривают люди, и я считаю, что это нормально, что вроде, я понимаю, что в этом ничего такого страшного нет. Но потом я поехала учиться сначала в один большой город, потом в другой большой город, в столицу, где теперь осталась. И, конечно же, от окружающих я стала получать очень много замечаний, что я говорю неправильно слова какие-то, я не так там произношу. Особенно сложно было избавиться от буквы «г». То, что часто девочкам, которые с Украины, им часто пишут, что все прекрасно, но буква «г», она просто режет слух. На самом деле, если вы разговариваете, вот если бы я говорила на белорусском языке очень долго, то от буквы мягкой такой гучной «г» очень сложно избавиться. Вот. Но в итоге, когда меня исправляли, конечно же, это был подростковый возраст. И когда все воспринимается в штыки, в один прекрасный момент я поняла, что мне проще не говорить вообще с людьми, не общаться, чем слышать постоянно, что я что-то говорю неправильно. На данный момент я понимаю, что это была моя ошибка, что так остро не нужно было воспринимать это все. Но на тот момент я поняла, что лучше я буду слушать людей. И знаете, прошло очень много лет, и я привыкла молчать. Даже друзья моего мужа, они просто в шоке от того, что когда мы в компании, я просто молчу. Когда люди мне задают вопросы, я отвечаю очень односложно. Я не высказываю свое мнение. Я стараюсь не высказывать свое мнение, потому что я понимаю, что я могу кого-то ранить, потому что у всех людей разное мнение. Поэтому я подумала, что лучше молчать, чтобы никого не обижать, чтобы не слышать, там, что я что-то неправильно говорю. Я работала над своей речью. Каждый раз, когда мне делали замечания насчет какого-то слова ошибка, я очень долго
старалась его исправить. Для примера я вам расскажу то, что связано с вязанием. Когда я открыла канал, я сняла видео очень подробное, и оно достаточно было хорошо просматриваемое. Не знаю, как сейчас там статистика. Это по вязанию корзинки из толстой пряжи, из трикотажной пряжи крючком. Там такая квадратная корзинка. И, конечно же, там были слова, когда я говорила столбик без накида. И у меня просто все видео. Вяжем 1 столбик без накида, вяжем 3 столбика без накида. Я все время говорила без накида, без накида, без накида. И мне там, по-моему, даже ни один комментарий написали, что вы неправильно говорите, режет слух и так далее и тому подобное. Я полезла в Google, узнала, что правильно произносить без накида, потому что от слова накидывать. Вот. И я очень долго учила. Представляете, меня научили вязать, когда мне было года 4-5. Меня мама учила. Потом я ходила в дворец пионеров, или как он там, дом пионеров, по-моему. И меня везде учили, что надо говорить накид. И мне пришлось очень долго переучиваться. Сейчас я говорю с накидом, без накида, да. И когда я вижу девочек, встречаю видео, где они говорят, что неправильно ставят ударение, я никогда не пишу им, потому что я думаю, что они знают, как правильно, но переучиться на самом деле очень сложно, потому что ты делаешь паузы, ты начинаешь в видео говорить какие-то слова связки, значит, потому что, так вот, и так, и так далее. Поэтому к чему я веду это все? К тому, что из-за этих ошибок, из-за того, что я не хотела других людей обижать своим мнением, я очень долгое время молчала. У меня не было никакой практики, я никогда нигде не выступала, у меня никогда не было каких-то там дикторских курсов. Как это обобщить, так сказать? В общем, мне не нужно было в моей жизни говорить правильно и красиво. Но в определенный момент я захотела завести канал на YouTube. Вы не представляете, насколько это было сложно вообще разговориться вот так, как я говорю сейчас. Хотя бы так, как я говорю сейчас. Когда ты много лет молчишь и ничего не говоришь, на все вопросы отвечаешь: да, нет, спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания. Все, это максимум слов, которые я могла произнести в нашей беседе с каким-то человеком. Мне нужно было снять видео от 10 минут и больше, что-то рассказать. Не просто сказать, что я вяжу вот из такой пряжи, такой-то номер, таким-то крючком и все, а рассказать какую-то историю, о чем я думала, как это пришло, что мне нравится, что не нравится, какие ошибки. То есть рассказать вообще, что творится у меня в голове. Рассказать так, чтобы никого не обидеть, никого не задеть, чтобы это не выглядело как нытье, чтобы это не выглядело как какая-то поучительная речь. И сейчас я не рассказываю это как поучительная речь, просто говорю то, что у меня есть. И на данный момент у меня на канале лежит 3 видео, 3 тега, которые я когда монтировала, я просто понимаю, что они в таком качестве по речи, не в качестве там видео или звука, а именно по речи, что я не хочу их выгружать, потому что знаю, что посыпется просто куча комментариев, как пришел мне сегодня комментарий, кстати, что все прекрасно, игрушки красивые, но появился звук-паразит А. Вы просто не поверите, но я об этом знаю.
когда я монтирую видео, я слышу все свои речевые ошибки, где я неправильно поставила ударение, где я неправильно сказала окончание, потому что мы, когда говорим, мысли бегут вперед, а речь немножко попозже идет. И поэтому я уже думаю о новом, что может быть другого рода, а при этом окончание нужно поставить. Ну, например, я говорила о чем-то в женском роде, а уже думаю о том, что в мужском роде. И я начинаю неправильно ставить окончание, потому что я уже думаю о другом. И когда я монтирую, я все это прекрасно слышу. Я слышу все свои цоканье где-то языком. Где-то, когда проглатываю слюну, я слышу, как я это проглатываю. Где-то заурчал живот, где-то птичка закаркала, где-то машина едет. Когда тот, кто монтирует видео, слушает это все прекрасно слышно, и все прекрасно ты понимаешь. И ты стоишь перед вопросом. Вырезать ты не можешь. Например, когда вот особенно звуки паразиты, если слово ты еще как-то можешь вырезать, то звук паразит очень сложно вырезать, потому что он идет соединен со словом. И это сделать тяжело. И невозможно. И стоит выбор. Либо ты выкладываешь это видео как есть и ждешь таких комментариев, как прилетел. Он не обидный, я просто понимаю. Но вот зачем вы капитан очевидности? Как будто я не знаю и не вижу, не слышу то, что происходит вокруг. Я все прекрасно понимаю. И тыкать в ошибки других людей, ну, ладно, каждый имеет право. Я, например, так не делаю. Но если вы так привыкли, ну, значит, вы привыкли. Это первое. Второе, то, что вы сейчас находитесь на канале не по русскому языку, не по дикторской речи. И это значит, что я не обязана вам говорить правильно. Я вам преподношу информацию. Кому-то просто как радио какое-то на заднем фоне, либо телевизор, когда включают, просто фоновым режимом что-то там болтаю, что-то говорю. И я преподношу информацию о вязании. И то, что я говорю про вязание, здесь я в 90% случаев уверена, что я говорю все правильно. И если вижу ошибки, я об этих ошибках говорю. Но мы не на русском языке, не на русской литературе. Я не обязана здесь говорить все правильно. И речь моя не обязана быть дикторской. Я не журналист, я не ведущий новостей, я не политик, я не звезда, там, поп-звезда, которая тоже очень часто выступает и должна следить за своей речью. Я простой, обычный человек, такой же, как каждый из вас, кто это видео смотрит. Я более того скажу, я, скорее всего, намного проще, чем многие из вас, кто сидят сейчас и смотрит это видео. И к чему я это хотела сказать? К тому, что сейчас вот у меня эти 3 видео висят, и я не знаю, что с ними делать. Перезаписывать я не хочу, потому что я уже некоторые теги снимала, а потом удаляла по 2-3 раза. И сейчас снова удалять, я не знаю, что мне делать. Выложить их так, как они есть, но я когда монтировала, я слышала прекрасно вот это вот которая у меня паразит, она мне начала бесить меня в конце видео уже само. Если она даже меня бесит, как к этому отнесется зритель, я не знаю. Наверное, еще хуже. Почему это произошло? Потому что было лето. Я очень мало снимала, потому что не было возможности. Потом у нас были выборы в стране. И после этих выборов было такое состояние, что хотелось бросить все. Вот буквально все. Не хотелось делать ничего. Снимать тоже не хотелось. И многие блогеры сделали перерывы. И все эти перерывы сложились вместе и привели к тому, что моя речь вернулась в начало.
То есть, когда мы не практикуемся, речь, ту, которую мы более-менее поставили, она возвращается, отматывается в начало. Появляются эти слова-паразиты и паразиты-звуки. Так что я не знаю, что делать с этими 3 видео. Мне очень хочется их выложить, потому что они длинные получились. Они от 40 минут до часа. И достаточно такая хорошая информация. Там теги, размышления. В общем, я пока что их оставила на канале, но я думаю, что я их удалю. Не первое видео, которое я удаляю. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим. Наверное, это все, что я хотела сказать. Я это говорила не для того, чтобы меня пожалели, я не ныла. Просто хотела бы спросить совета, и чтобы вы действительно дали мне совет. Я знаю, что те девочки, которые меня смотрят, и те, кто часто меня комментирует, и кому нравится мое творчество, скорее всего, просто скажут, что выкладывай видео как есть. Все отлично, мы будем слушать в каком угодно состоянии, какое угодно видео, хоть в темноте. Ведь тех блогеров, которых мы смотрим, вот я смотрю со своей точки зрения, те, кто мне нравится, я буду смотреть какое угодно видео. Даже если это будет видео и будет дуть сильный ветер, если это видео будет темное, если это видео будет мутное, если там на заднем фоне будут дети или еще что-то происходить, я все равно, если мне этот блогер нравится, я буду смотреть в любом состоянии это видео. Но пока что я думаю. Я знаю, что это видео многим понравится, кто меня смотрит, но и многие просто не захотят его смотреть. И я бы хотела, чтобы эти люди просто не смотрели и ничего тогда не писали. Потому что я бы хотела эти видео выложить для развлекательного контента, чтобы просто они были вам под что повязать. Вот. И закончить я хочу стихотворением, которое мы учили вчера с дочкой. Оно будет на белорусском языке. Я, конечно, с гундосом своим носом. Мне сегодня, кстати, легче. Дочка тоже уже сегодня полегче. Мы продолжаем активно лечиться, что она просто пожаловалась с утра, что ей живот заболел, поэтому я оставила. Но кашель уже стал намного легче и такой, как, знаете, остаточный. Так что мы идем на поправку. У меня тоже нос уже хотя бы сопли не текут, просто такая небольшая заложенность осталась. Я думаю, что еще пару дней и все нормально. На следующей неделе я буду в боевом строю. Так вот, стихотворение. Я надеюсь, что я запишу его с первого дубля, потому что я его буду читать по памяти. Вот. Адлёт журавлёў, Якуб Колас. Замірае лета, заціхаюць далі, сірацее рэчка, халадзеюць хвалі. У бязмежным небе роўненькім шнурочкам жураўлі ў вырай мукнуцца над лясочкам. Меншыцца шнурочак, паднябесе тае. Вось ледзь-ледзь чарнее, міг і прападае. Дзякуй, да сустрэчы. Да пабачэння.